Всем привет, меня зовут Элина Федорова, я модель, а также основатель онлайн-фитнес-платформы WithSpence. Я занимаюсь фитнесом уже около 8 лет и знаю об этом много. И, к сожалению, сталкивалась с тем, что многие люди имеют множество заблуждений насчет фитнеса. Наверное, 90% людей допускают какие-то ошибки, занимаясь спортом. И, к сожалению, потом в итоге это приводит к тому, что процесс идет очень медленно, не видно результатов, либо и вовсе человек теряет либо какую мотивацию, либо получает какие-то травмы. Поэтому в сегодняшнем видео я хочу разобрать самые основные ошибки, которые люди допускают, и, конечно же, мы поговорим о том, как этого избежать. Видео будет очень полезным, ребят, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, а мы приступаем к первому пункту. И первый пункт – это неправильная техника. Да, многие думают, что да, все же просто, то есть обычные приседания, разведение рук, казалось бы, все легко и просто, но, увы, даже в таких базовых обычных упражнениях можно допустить ряд ошибок, которые люди чаще всего и делают. Например, возьмем обычные стандартные приседания. Наверное, каждый из вас выполнял это упражнение. Так вот, очень часто новички не понимают, почему, когда они приседают, у них, например, напрягаются квадрицепсы, но при этом они не чувствуют совершенно свои ягодицы. Ведь у нас ассоциация, да, если мы приседаем, это мы работаем над нашими ягодицами. А тут вот человек делает, а результата никакого нет. И только болят ноги, колени и порой поясница. А все потому, что, например, некоторые люди не знают о том, что вес тела нужно переносить обязательно на пятки. Ни в коем случае нельзя отрывать пятки от пола. То есть ноги должны стоять устойчиво, стабильно, и весь вес тела, еще раз напоминаю, переходит на пятки. Только так у нас включаются ягодичные мышцы. Также те люди, у которых, например, слабые мышцы, они часто сводят колени внутрь. То есть этого тоже ни в коем случае делать нельзя. Когда вы приседаете, у вас всегда колени должны смотреть по направлению ваших стоп. То есть вы должны поставить ноги на ширине плеч, развести стопы слегка, отвести, и колени должны смотреть туда же. И когда вы приседаете, конечно же, ни в коем случае нельзя прогибать поясницу. То есть она у вас не должна быть, наоборот, слишком округлой, либо же, наоборот, вогнутой, да, то есть не должно быть сильного прогиба для того, чтобы нагрузка не шла на спину. За этим тоже нужно следить. Скажем, это такие самые распространенные ошибки, которые люди делают во время приседаний. И, например, человек, который еще не научился правильной технике приседаний, ему рекомендуется избегать каких-то динамических приседаний, приседаний с дополнительным весом, потому что, скажем, это уже более серьезная нагрузка, которая может уже привести к травме, если вы будете неправильно выполнять это упражнение. Ребят, вы должны понимать, что когда вы делаете какое-то упражнение, включаются не только те мышцы, над которыми вы конкретно собираетесь работать, а еще включаются как бы приводящие мышцы, сухожилия, связки. И, конечно же, если вы делаете что-то не так, то есть огромнейший риск, скажем, все это повредить и нанести себе какую-то травму, растяжение, поэтому тут нужно делать все правильно, грамотно. Также у людей часто бывает заблуждение, что, мол, чем больше раз я сделаю, тем лучше. И когда человек делает упражнение неправильно, ему бывает проще. Вот он делает вроде бы много, ему кажется, что даже прогресс какой-то есть, а на самом-то деле мышцы, над которыми он планировал работать, они не прорабатываются, и наоборот он создает там себе нагрузку там, на поясницу, колени, суставы. Техника определяет результат, поэтому очень важно выполнять упражнения правильно. Если вы совершенно новичок в фитнесе, то рекомендую выполнять упражнения под руководством тренера, либо же брать те программы тренировок онлайн, где объясняется техника. В этом октябре я запустила фитнес-марафон «Упругие ягодицы» на платформе WithSpence. Недавно марафон завершился, я уже видела отзывы и результаты участниц. Я просто в восторге. Вы тоже сможете увидеть их результаты 25 ноября на странице в инстаграме WithSpence. Ссылку я оставлю под этим видео. А сейчас я хочу объявить о наборе во второй поток марафона «Упругие ягодицы», который будет стартовать 2 декабря. Итак, что вас будет ждать в марафоне? Первое и самое главное, конечно же, это видео тренировки от меня. Там будет море мотивации. Я объясняю очень подробно технику выполнения каждого упражнения, объясняю, где нужно дышать и так далее.
также я вас мотивирую, подбадриваю, и поэтому все участницы нашего прошлого марафона отмечают, что невероятно мотивирующая программа тренировок, которая заставляет доходить до конца и не только пройти марафон, а и двигаться дальше тоже в фитнесе, продолжать заниматься своим телом и своим здоровьем. Также вас ждет общий чат участниц, где у нас царит очень дружественная, приятная атмосфера, где вы можете делиться своим опытом прохождения марафона, где вы можете друг друга поддерживать и рассказывать о своих проблемах, с которыми вы сталкиваетесь. В более дорогом тарифе поддержка. Там будет отдельный чат, он будет рассчитан на не более чем 25 участниц, где вас будут поддерживать нутрициолог, психолог и тренер. Вы сможете с ними общаться на протяжении всего марафона, задавать любые вопросы, и они будут вам отвечать в развернутом виде. Это тоже очень сильно помогает. Конечно же, помимо этого вас будут ждать лекции от экспертов, психолога, нутрициолога, лайф-коуча. Вас будет ждать PDF-пособие о здоровом образе жизни. Конечно же, это план питания под ваш колораж. Ну и также вы можете видеть рейтинг всех участниц, потому что конкуренция, она тоже очень мотивирует, это тоже помогает. И, конечно же, призы за лучшие результаты. В общем, вы останетесь просто в восторге, это я вам гарантирую. Больше подробностей о марафоне вы можете узнать, перейдя по ссылке под этим видео. Всех жду! Если вашей целью является похудение, то очень важно во время тренировок следить за своим пульсом. Существует такое понятие, как пульсовые зоны. Это диапазон значений частоты сердечных сокращений, при котором определенный вид физической активности оказывает конкретное воздействие на организм. Существует 5 пульсовых зон. Зона легкой активности – это 50-60% от максимального пульса. То есть это зона низкой нагрузки, где происходит развитие аэробной базы и восстановление. Жиросжигающая зона включается где-то 60-70% от максимального пульса. Это оптимальная зона для сжигания калорий, также там повышается выносливость. Примерно 136-149 ударов в минуту. Аэробная зона – это 70-80% от максимального пульса. Это уже зона высокой нагрузки, где повышается кардиовыносливость человека. Анаэробная зона – это 80-90% от максимального пульса. Это зона, опять-таки, высокой нагрузки, где повышается физическая выносливость человека. Это 162-174 удара в минуту. И последняя зона – это 90-100% от максимального пульса. Это зона очень высокой нагрузки, которая позволяет повысить отдачу энергии и скорость. Эта зона уже является небезопасной. Для того, чтобы вычислить свой максимальный пульс, можно использовать различные калькуляторы, таблицы, которых очень много в интернете. Это довольно просто. Например, мой максимальный пульс – это 188 ударов в минуту. Соответственно, для того, чтобы мне сжигать оптимальное количество калорий, мне нужно заниматься в пульсовой зоне с диапазоном 113-132 удара в минуту. То есть для того, чтобы ваше жиросжигание происходило быстрее, эффективнее, вам нужно заниматься в своей правильной пульсовой зоне. Еще одна очень распространенная ошибка – это неправильное дыхание. Когда человек занимается физическими нагрузками, это является стрессом для его организма. И когда человек неправильно дышит, таким образом он еще больше усугубляет этот стресс. И неправильное дыхание может привести к головокружению, к неэффективности, опять-таки, тренировки, к каким-то спазмам, к болям в теле, к потере контроля над выполнением упражнений. И порой даже человек может сознание потерять, например, если он постоянно задерживает дыхание. Когда человек занимается физической нагрузкой, ему очень важно поступление кислорода в ткани, для того, чтобы там все насыщалось, и для того, чтобы кровообращение было нормальным. Делать выдох нужно во время сокращения мышцы. Тогда диафрагма у нас напряжена и фокус у нас смещается на тело. Таким образом, это помогает снизить риск получения травмы. Еще раз давайте повторим. Вдох мы делаем на расслабление, выдох на усилие. То есть, например, если мы качаем пресс, когда мы поднимаем корпус, мы делаем выдох, когда мы опускаем его, мы делаем вдох. Помните о том, что правильное дыхание – это залог хорошего результата от вашей тренировки. Ну и, конечно же, хорошего самочувствия. Следующая ошибка – это посторонние мысли. Это мысли о чем-то, что не касается тренировки. Дело в том, что мышечное движение начинается в мозге, и оно играет огромную роль в контролировании силы. Дело в том, что мозг способен контролировать силу, даже не двигая мышцами. Проводились исследования в 2014 году, и было выявлено, что люди, у которых был гипс на руке,
они сохраняли свою мышечную силу, когда они представляли в своей голове, что они двигают этой рукой, что они что-то делают. В начале 20 века проводилось множество исследований на эту тему, и учеными было точно установлено, что между мозгом и работой наших мышц существует особая связь, поэтому очень важно эти знания использовать при выполнении своих тренировок. Например, если вы работаете над мышцами ваших бедер, ягодиц, очень важно прям визуализировать, представлять, как напрягаются ваши ягодичные мышцы, четырехглавые мышцы бедра, прям вот видеть эту картинку, как они работают, чувствовать их, думать о них. Таким образом, ваш мозг будет посылать импульсы к мышцам, и он будет еще больше включать их в работу, и тем самым ваш результат будет гораздо лучше. Также очень важно знать, какие именно мышцы у вас задействуются во время тех или иных упражнений, для того, чтобы вы могли это все провизуализировать. Следующая ошибка – это неправильное питание и недостаток воды. Дело в том, что многие люди, которые стремятся похудеть, они думают, что нужно урезать все, урезать углеводы, урезать жиры и сидят на низкокалорийных диетах. Но как бы не так. Дело в том, что жиры и углеводы нашему организму просто необходимы, и они наоборот способствуют тому, чтобы все процессы в организме происходили хорошо, слаженно, и наоборот, чтобы процесс похудения шел лучше, и чтобы у нас было достаточно всего для того, чтобы мы были здоровыми и красивыми. И жиров и углеводов бояться на самом деле не нужно. Жиры помогают усваиваться витаминам, участвуют в процессе роста, свертываемости крови. Если не хватает человеку жиров, у него снижается иммунитет, кожа становится тонкой, сухой, шелушится, начинаются какие-то гормональные нарушения. Углеводы нам тоже необходимы, они являются источником нашей энергии. Просто нужно употреблять медленные углеводы и сократить, конечно же, быстрые углеводы, трансжиры, сахар и так далее. То есть наше питание должно быть просто сбалансированным. И также нужно помнить про воду. Воду нужно пить как и до тренировки, так и во время тренировки, просто небольшими глотками, и после тренировки, потому что во время физической нагрузки наше тело теряет воду, и поэтому нужно соблюдать водный баланс, опять-таки для того, чтобы тренировка проходила эффективно, и для того, чтобы просто в процессе не стало человеку плохо. Отсутствие растяжки – это следующая и довольно грубая ошибка. Дело в том, что растяжка помогает расслабить мышцы и ускорить их восстановление. Растягиваться нужно вообще всегда на протяжении всей жизни, и после каждой тренировки нужно уделять этому хотя бы 10 минут времени для того, чтобы смягчить ваши связки, чтобы сделать их более податливыми, эластичными, для того, чтобы расслабить мышцы. Тем самым вы снижаете риск получения травм в будущем во время тренировок. Во время выполнения статического упражнения растяжки вам нужно быть в той или иной позе не менее 30 секунд, потому что именно это время требуется для мышцы преодоления рефлекса растяжки, чтобы мышца растянулась и повысилась ваша гибкость. Растяжка позволяет сделать ваши мышцы более эластичными, а также улучшает кровообращение. Следующая ошибка – это отсутствие плана тренировок. Дело в том, что было не раз научно доказано, что когда у человека есть план, он достигает своих целей гораздо быстрее. И когда человек занимается как попало, без либо какого плана, он часто теряет мотивацию, и либо же у него получается такой эффект перетренированности. Также в 2018 году проводились исследования, и был эксперимент, где брали группу велосипедистов. Одна из них занималась по плану, а другая самостоятельно. И вот та группа, у которой был план, она достигала гораздо лучших результатов. И тут все очевидно, потому что когда есть грамотно составленный план, человек видит, к чему он стремится, он может фиксировать свои результаты, и, конечно же, он придет к целям гораздо быстрее. И грамотно составленная программа тренировок, план тренировок, он будет постепенно повышать нагрузку для человека, потому что рано или поздно наши мышцы привыкают к какой-то нагрузке, и это уже перестает для человека работать, поэтому очень важно постепенно повышать эту нагрузку. Также упражнения должны быть разнообразными, чтобы это просто не наскучило, и для того, чтобы, опять-таки, грамотно распределялась у нас нагрузка на все группы мышц. Также специалисты рекомендуют менять план тренировок частично, где-то раз в 2 месяца и полностью через 3-4 месяца, для того, чтобы человек не попал в тренировочное плато. Также очень многие новички совершают такую ошибку.
ошибку. У них просыпается очень такой сильный энтузиазм, много заниматься, тренироваться, чем больше, тем лучше кажется. И не забывают о таком факте, что на самом-то деле наши мышцы растут во время отдыха. Дело в том, что человеку для того, чтобы иметь красивое рельефное тело, нужно время отдыха. Если человек хорошо потренировался, ему также нужно хорошо восстановиться, потому что во время отдыха происходит процесс восстановления мышечной ткани. То есть во время физической нагрузки наши мышцы разрываются, и потом, когда они отдыхают, они восстанавливаются, и происходит процесс роста мышечной ткани. И если человек не дает себе время отдыха, если он занимается там по 6-7 раз в неделю, на самом-то деле у него просто повышается уровень гормона стресса, кортизола, и тем самым это может еще привести к тому, что вес будет удерживаться. Поэтому очень важно делать перерывы, и чем интенсивнее была нагрузка, тем должен быть дольше отдых, и, конечно же, нужно высыпаться, потому что, опять-таки, во время сна происходит много процессов в нашем организме, процессы оздоровления, восстановления всего, и поэтому сон и отдых также важен, как и тренировка. Ну и, конечно же, не забывайте про разминку и заминку. Это очень важные этапы тренировки. Дело в том, что даже если вы находите какую-то тренировку, где нет разминки либо заминки, вам необходимо это сделать самостоятельно. Потратьте 5 минут перед тренировкой на разминку и 5 минут либо 10 минут на заминку, для того, чтобы ваш организм не получил сильный стресс от физической нагрузки, для того, чтобы вы входили в нагрузку постепенно, чтобы у вас постепенно повышался пульс, постепенно повышалось кровяное давление, и потом для того, чтобы вам в конце выйти опять-таки с этого состояния, чтобы вам успокоить себя, опять-таки, чтобы у вас постепенно замедлялся пульс, чтобы ваше тело постепенно восстанавливалось. Это очень важно для того, чтобы у вас после тренировки не начала кружиться голова, не поднялось сильно давление, не началось там какой-то головной боли и каких-то других плохих последствий. Ребят, помните о том, что наше здоровье – это самое главное. И как бы вы ни хотели похудеть, сделать тело красивым, важно в первую очередь заботиться о своем здоровье, потому что без него не будет ничего. Поэтому все нужно делать грамотно, правильно, последовательно, чтобы себе не навредить. Желаю, ребят, вам оставаться здоровыми и красивыми. На этом у меня все. Пишите ваши вопросы в комментариях, а мы скоро увидимся. Пока!